У вас никогда не было такого чувства, что в детстве вы пережили невероятные волшебные приключения, но только забыли их с возрастом? Почему-то меня никогда не покидает эта мысль. Может, просто от желания привнести в жизнь немного волшебства? У меня есть воспоминания из далекого детства, воспоминания о лете, когда родители отправили меня погостить у дальних родственников в деревню. Наверное, такое бывало у всех. Мне тогда было лет 5. Мир в этом возрасте воспринимается совершенно по-иному, и исключительная сказочность этих дней до сих пор всплывает у меня в памяти. Я хорошо помню первое впечатление от того домика в деревне. Он был странным. Внутри все стены были расписаны картинами из сказок. Расположение комнат тоже было необычным. Мне этот дом напоминал лабиринт. Самым удивительным был момент, когда я сидела около печки, а из стены вышла моя тетя с дровами. Я сильно перепугалась тогда. Оказывается, этот дом мои родственники построили сами и включили в дизайн дома множество потайных выходов и дверей. Мне досталась комната тоже с личным выходом на улицу, на картофельное поле. Это была просторная комната, которую использовали как библиотеку, поэтому ко мне часто заходила тетя, чтобы взять пару книг. Однажды она попросила меня позвать ее сына к обеду. Я не могла его нигде найти, пока не заметила приоткрытую калитку, которую никогда не использовали. Выглянув за нее, я чуть не закричала от удивления. Передо мной был обрыв. Как оказалось, участок располагался прямо над глубоким оврагом. И тут на крутом склоне сидел парень и выкапывал картошку. Я так и не поняла, что там делали эти кустики с картошкой. Кроме повзрослевшего сына тети, детей в округе не было. Или меня с ними просто не знакомили. Поэтому все дни я общалась и дружила с теленком и псом по кличке Блэк. Собака была очень ласковой и позволяла кататься на себе верхом, хоть это и не совсем у меня получалось. И мы каждый день переживали разнообразные сказочные приключения. Но еще более сказочными были книги в библиотеке. Читать я не умела, поэтому только рассматривала картинки в них. Феи, эльфы, мифические существа и страшные чудища жили на этих полках. Одним поздним вечером ко мне зашла тетя и спросила, не видела ли я ее книгу про магию. Мы начали искать эту книгу. Попутно она мне рассказывала, что магия бывает черной и белой. Что черная — это злая и темная сила, а белая магия творит добро. В этот момент она нашла свою книгу и, пожелав спокойной ночи, собралась уходить. Вдогонку я спросила, а книга, которую она искала, она про какую магию? И она ответила, про черную, конечно.